С вами Орлан. Сегодня поговорим про цену биткоина. Сразу советую вам подписаться ко мне в телеграм-канал BitAtlant, а также на YouTube канал и в Twitter. В Твиттере постоянно делаю интересные посты, много информации, полезной, нужной. Так, Сорос жив, живее всех живых. Тут такой момент, что он был как бы противник. Не то, что противник, он все время... У них даже, я больше чем уверен, что у них есть криптоактивы, которыми они хорошо, неплохо так манипулируют, да, и делают, давят ниже, чтобы там откупить. Посмотрим, что будет в этот раз. Этот твит был не просто так, да, что его, типа, была кончина, потом резко через некоторое время это все дело опроверглось. Причем, обратили внимание, когда это произошло, цена пошла наверх, и когда он сказал, что со мной все в порядке, цена пошла вниз. И вот если посмотреть на график цены, особенно на 15-минутном таймфрейме, этот момент хорошо был так заметен. Вот здесь у нас была проторговка, пятиволновка, мы шли вверх, и пятая волна, я ожидал, что мы придем 618, у меня здесь тейк стоял, тейк не сработал, потому что цена сюда совершенно не пришла. Позиция вовремя подтянул стоп, подтягивал, да, и мы здесь, когда пошли наверх, у меня стоп, в общем, ничего мы не заработали. Меня здесь выбили, делал перезаход в лонг, когда вот ниже у нас четверка, получается, смотрите, четверка и единичка, да, вот здесь вот. Четверка не отпустилась ниже единички, когда пошли на откуп, да, я опять заходил в позицию, и позже подтянул стоп в безубыток, и у меня его, конечно же, выбили. Цена вернулась обратно. Здесь можно было и догадаться, да, от уровня 27 666 опять был такой откуп, получился, где я здесь скидывал в открытую группу, да, BitAtlant вот делал, показал, как у меня график выставлен. И вот обратите внимание, у нас четко в нашу трендовую цена стукнулась и пошла вниз. Прям мистика какая-то. На обратный ход стоял отложенный ордер. Он сработал, пока в плюсе. Там посмотрим, что будет дальше. Теннисный корт, зеленый теннисный корт. Ну, это, я не думаю, что здесь сейчас выше пойдем. У нас коррекционное движение АБЦ. Ну, Б есть еще куда, да, зайти. То есть сюда повыше немножечко. Но в целом посмотрим. После пятиволновки коррекция А, Б по уровню Фибоначчи. Как раз Б это 50% от падения, которое сейчас уже есть. Где она у нас? Вот так если смотреть. Вот она. Вот они, 50%, как раз Бэшка. Ну, возможно, и от 38, 27, 162, да, вот этого уровня закол сделает и пойдет отсюда вниз. Такой тоже. То есть 38, 50, 61 и 8. Смотрим, где у нас здесь Бэшка закончится. И дальше волна С. Это по волновому анализу, да, если смотреть, то предположение должно быть такое. По накоплению. Накопление еще нормального здесь не доделали. То есть нижняя точка есть одна, верхняя, вторая верхняя. Сейчас нам еще нужно, чтобы показали, где будет нижняя. Желательно, чтобы она не выходила ниже 25 800, а лучше, чтобы была остановка в районе 26 314, вот здесь, потом еще небольшое накопление, и как раз у нас окно повышенной волатильности тоже выходит где G7 и к вот этому, и к вот этим новостям. Power Speech. Вот так. И по Твиттеру вот из прошлого, кстати, обратил внимание на твит CZ
Прилив поднимает все лодки, Binance складывает значительные средства в отрасль. Прилив. Когда у нас прилив? Когда ребятам в группу скинул тоже момент такой: при полнолунии Луна и Солнце находятся на противоположных сторонах, и с водой ничего не происходит, да, а нам нужно, где он, прилив, является результатом взаимодействия гравитационных сил Земли. Когда Луна и Солнце находятся на одной линии с Землей, создается сильное притяжение, которое называется синергическим приливом. То есть нам нужно, чтобы Луна и Солнце находились на одной. Так. И на графике, на лунном цикле, да, если смотреть, то у нас как раз полнолуние, это у нас новая Луна, то у нас середина цикла, и дальше здесь будет полнолуние, да? Ой, новолуние. И на этом новолунии то есть СИЗИ, получается, подготавливает к новому полнолунию, которое должно произойти вот где-то в этой части примерно, да, где у нас шестое, вот это вот здесь новое полнолуние. Сейчас будет новая Луна, проход, подъем наверх и где-то небольшой, да, как коррекционное это движение. Все-таки получается в рамках вот этой проторговки набор позиций, как здесь было у нас, да, набор позиций, расторговка, коррекционное движение, пробили уровень шеи, ушли вниз, сделали новую трендовую, ушли вниз, набрали медведей, топлива, и топлива хватило выйти с уровней 19 800, с уровней 20 тысяч в район 30 тысяч, 10 тысяч долларов. Неплохо. Аналогичная ситуация рисуется здесь. Тоже накопление. Вот оно. Пробой вниз, ретест. Помните, я в прошлых видео что говорил? Сейчас многие даже будут ожидать, что будет такой же пролив, как был в прошлом, как там был. Вот здесь. Поэтому из-за того, что так все будут ждать, что будет такой же заход вниз, возможно, даже вот этой трендовой все ожидают. Мое предположение, вот он, заход первый, медведи, ага, ребята, все четко, вышли. Что дальше? Дальше мы делаем ретест этого уровня и идем вниз. И вот здесь всех так учат, что у нас есть структура какая-то, да, пробой нижней грани, ретест, отработка высоты этой фигуры. Также и с треугольниками, и с голова-плечи, например, тоже пробой, ретест, пошли на высоту плеча и головы. Ну, понимаете, кто с нами не первый раз, мы постоянно эти моменты я и подсказываю в закрытой группе, показываю, подсказываю и в обзорах, и следите за этими моментами. И вот это то, что оговаривал в видеообзоре,
прошлом, да, то, что как здесь себя цена может повести, так вот вам пришли к уровню шеи, далее заход вниз, и вот здесь вот момент, что насколько мы вниз провалимся. Есть очень хорошая точка сопротивления, это верхняя грань прошлой проторговки, откуда мы пошли вниз. То есть здесь как плотность, мощь, сила сопротивления очень хорошая. Резистенс, психологический уровень сильный. И ниже вот этот тоже уровень очень сильный у меня отмечен. И как раз это у нас золотое сечение 61,8 уровень по Фибоначчи. Но я полагаю, что здесь, когда пойдем вниз, здесь многие медведи будут ждать вот именно вот эту цель, вот эту. Поэтому здесь прилипнет очень много топлива, которое не дойдет до самого низа и будет растянуто немножечко, да, вот здесь вот. Сделают, возможно, вот в этой области сделают медвежью структуру, на которой медведи будут радоваться, что мы еще пойдем ниже. И весь этот блок, который здесь наберется, дополнительно на падение вниз, здесь я буду свои позиции закрывать. И на новолунии, скорее всего, возможно, будет какой-то закол вниз небольшой, добить лонгистов, которые здесь тоже в лонг, ну, многие запрыгнут. Сбросить, если слишком их много будет, то сильный будет закол вниз. Могут даже эту трендовую пробить. Это будет такое, как разовое движение вниз-вверх. Сильный вынос. Такой тоже нельзя исключать, потому что это рынок, здесь бывает что угодно может быть. И на новолуние здесь будет какая-то структура, например, флаг. То есть медвежий, да, у нас ход вниз, набор флага. И даже, возможно, пойдет его пробивать вниз с ретестом. И вот здесь вот, ну, и произойдет тот самый разворот, не дойдя до трендовой, на полнолуние произойдет выход наверх. Причем здесь у нас сколько? 10 тысяч долларов. Давайте посмотрим, сколько здесь у нас будет. Здесь у нас район 24, 25 тысяч. Здравствуйте, 35 тысяч долларов. Ну, для начала 32, первая точка. И 34 888, вторая точка. Ну и наш всевидящий глаз нашего кита. 36 235. Опять же посмотрим, уйдем ли мы туда. Подписываемся ко мне в телеграм-канал. Ссылки внизу в описании. Телеграм-канал Битатлан. Приходите к нам в закрытую группу. И обязательно подписывайтесь ко мне в Твиттер. По Сизи, вот он дал такое предположение. Посмотрим, как оно отработает, его подсказка. Тоже нужно иметь это в виду. А также дополнительно 10% по Binance. Binance сделали подсказку в 10%. Как раз эта точка, обратите внимание, подходит к моему предположению. Да, 10% вот в эту область. Это 24 900, 24 952. Так. Не убираем. Я надеюсь, ход мысли понятен. А также, так, в Твиттере за ним мало кто следит, но есть такой интересный человек, ну, это группа лиц тоже, скорее всего, в общем, Loop 3M3, в общем, Мистер Пул, и у него последний твит вышел в 9:21, no worries, да, ну, не worries на французском, в общем, не беспокойтесь, тоже группа на французском, которая переводится как «без проблем, не волнуйтесь». Это выражение используется для успокоения или заверения собеседника. Это
он такой глобалист. То есть его моменты нужно смотреть как что-то будет, но опять же, смотрите, что-то будет, но не беспокойтесь. Вот как я это вижу, и в дополнение. Ребят, еще хочу обратить внимание, злоумышленники украли более 1,5 миллиона в биткоине. Обратите на это внимание, да, с биржи HitBTC. Подделывают биржи. Уже опять началось вот это вот подделывание бирж. Значит, у нас рост по-любому будет. И рост будет биткоина. Все там говорят, да, это последний его цикл. И еще будут циклы роста и биткоина, и развития. Это новая финансовая система, новая финансовая парадигма. Вы о чем говорите? Какие полностью мир изменяется на цифру? Полностью. Не будет фиат, со временем фиата не будет совершенно. Но к этому все идет, да, нужно время. Вот. Поэтому я думаю, что у нас все это будет дальше развиваться. Это наш плод, прилив, спасение биткоина. Но будет это поглощение и Сорос. В общем, посмотрим, что еще будет на новостном фоне. Дальше все это покажет нам. Торгую я на бирже BinX через терминал TradingView. Ребята, а по поводу трейдеров, которые пытаются научиться или вас научат только время, вы сами и ваше время. Да, читайте, изучайте книги, изучайте, как работают волны Элиота по уровню Фибоначчи, да, смотрите на различные дополнительные индикаторы, они тоже хорошо помогают. Тот же Matrix Strategy, у нас он есть, вот он в группе, да, только он немножко поднастроенный, чуть-чуть по-другому настроенный. Вот он и в перекупленности был, видите, да, у нас тут цена оттолкнулась, сейчас идет к перепроданности. В общем, изучайте эти моменты и работайте на бирже. Вот смотрите, на BinX очень удобно. Вы ждали накопления, да, вот мы по Атланту как работаем? Ждем накопления, и когда есть окно выхода из структуры, выхода из позиции, да, и заходим по Атланту в ту сторону, куда он направляет. Сейчас Атлант шортовый, то есть сейчас в данный момент шорт в приоритете здесь, да, и еще мы под уровнем 27666 пошло вот коррекционное движение, волна B, посмотрим, где она закончится, и, в общем, посмотрим. По поводу открытия сделок на BinX. Изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах позволяет открывать каждую позицию по отдельности. То есть, например, вы здесь открыли шорт, цена ушла выше, здесь еще один открыли шорт, да, от важных уровней. Ушла цена выше, здесь еще один, например, открыли шорт. Ну, если пойдет выше, будет реликвидация. Но в какой-то момент, если все верно рассчитано. Если Атлант разворачивается, конечно, эти позиции нужно сразу закрывать. Если Атлант развернулся в лонг, сразу закрыть. То есть было, например, накопление у нас там в виде треугольника, допустим, проторговка, и Атлант указывает шорт, должны проваливаться вниз. Есть пробой, ретест этого уровня, и пошли вниз. Конечно, отсюда выгодно открыть шорт 1, ниже здесь, да, открыть шорт 2 на пробитие уже вот этой трендовой, вот этого уровня нижнего. И дальше пошли забирать по высота структуры, первая цель. И дальше можно вот эту позицию, одну забрали, а одну перевели стоп в безубыток, в плюс сюда, например. И все, и у вас эта позиция идет в плюсе. И дальше, и если мы вернемся назад, ну, закроется маленький плюс. Если уйдет сильно вниз, ну, просто больше заработаете. Вот. И таким образом вы сами себе вырабатываете свою собственную стратегию, под себя подгоняете
как вам работать. Потому что все, которые учителя, которые пытаются обучить, это их стратегия. И по их стратегии не у каждого получается торговать. Ладно, подписываемся в телеграм-канал и в Твиттер.